Кто ты, воин? Вот это расколбас. Да, друзья. Итак, с вами снова Турбыч. И то, что вы видите позади меня, не что иное, как кадры свидетельства наступления новой эпохи. Новой эпохи в сфере игр, а также очень большое событие в направлении нейросетей. И здесь эти два направления, они пересекаются. На нейросетях работают игры. Чем это отличается от обычных игр? Обычные игры содержат в себе тысячи строк программного кода, и они работают на основе игровых движков. А данные игры, то, что вы видите сейчас, полностью этого лишены. Полностью. Здесь нет ни строчки программного кода, и здесь не работают никакие графические движки. Изображение, отображение этих игр обеспечивает искусственный интеллект. Он создает все вот эти вот кадры, каждый кадр, и предоставляет его нам, чтобы мы с ним взаимодействовали с помощью геймпадов. Да, друзья, это не сгенерированные видосики какие-то на основе image-to-video. Когда мы загружаем картинку в нейросеть, да, и она делает видосик, например, игровой, да? Нет, это совершенно другое. Здесь работают кнопки влево, вправо, назад, вперед, прыжок, и, в общем, функционал пока ограничен, но зато это уже полноценная игра, друзья. Мы долгое время гадали, и кто-то мечтал о том, чтобы в подобное поиграть. Ранее специалисты, исследователи из DeepMind, подразделения Google, они создавали подобные штуки, начинали создавать на основе двухмерных игр. Где-то, может быть, сейчас уже начали тоже трехмерное отображение генерировать. Они все это показывали, постили, люди смотрели на это все, облизывались и очень хотели сами попробовать. И вот, друзья, на днях случилось такое, что другая компания, не Google DeepMind, предоставила открытый доступ для вот такой вот подобной вот штуки. И это был первый случай, когда людям дали поиграть в нейроигры. Можно сказать, это исторический момент в сфере игровой индустрии. Реально без шуток и без преувеличений. Компания эта называется Dynamics Lab. И они сделали вот такую вот демку на веб-странице. Этого достаточно для того, чтобы играть, потому что здесь реализован такой механизм взаимодействия с вашим персонажем, как стриминг видео. С этим вы могли сталкиваться на PlayStation Now. В Xbox также есть такая штуковина, где игра транслируется вам через видеопоток. При этом вы управляете с геймпада. Такой тип игрового процесса содержит минусы, заключающиеся в том, что вам нужен очень-очень скоростной интернет, чтобы снизить лаги как можно больше. Потому что видеопоток, в зависимости от качества, он создает лаги, и время реакции персонажа на ваши нажатия увеличивается в зависимости от вот этой вот настроечки. Ребятки из Dynamics Lab, которые совершили этот исторический шаг, они сделали две демки. Одна из них работает на, скажем так, на образах GTA, то есть это экшен от третьего лица. И вторая демка — это гонки, которые похожи на Forza Horizon. Сразу скажу, что в этих демках лаги достаточно сильные, и пробовать стоит исключительно в познавательных исследовательских целях на данный момент. Потому что это все только начинается, это первый шаг. Вспомните, какой был первый шаг в классическом создании игр, в классическом геймдеве. Пару кубиков на экране, которые перемещаются там из угла в угол, да? Вот какой был первый шаг. Здесь первый шаг вот выглядит как-то так, с большими лагами. Сейчас каждый может попробовать поиграть в нейроигру, и более того, вы можете загрузить первоначальные кадры, с которого эта игра начнется. Здесь вот есть кнопочка Upload, загрузить. Вы можете сгенерировать в какой-нибудь нейросети игру, которую вы хотите там вообразить, загрузить сюда, и это будет первым стартовым кадром для нейроигры. Но, тем не менее, секунд через 15, вообще здесь дается сейчас 2 минуты на тест, но секунд через 15, поскольку эта игра, она подстроена под образ GTA, все вернется именно к GTA, то есть персонаж станет Нико Беличем из GTA 4, и окружение тоже начнет потихоньку трансформироваться. Сейчас я вам покажу, как это происходит. А вот здесь вот слева есть подсказки.
То есть для управления у нас есть кнопочки VASD, камеру можно тоже крутить с помощью стрелочек. В качестве экшенов доступен бег, прыжок, атака и прицеливание. В общем-то, достаточно богатый набор для вот этой вот первой демки, я считаю. Здесь вы можете также и промпты вводить с помощью Enter. Здесь ребятки демонстрируют внизу, как это работает. Например, можно перекрасить машину из красного цвета в синий с помощью промпта. Вот посмотрите, да? Но вот в этой игре, которая похожа больше на GTA, здесь промпты очень-очень плохо пока работают. Практически не учитываются. У меня, например, ни разу не получилось, чтобы промпт был учтен. Возможно, не хватает веса для вот этой вот латентной категории. Игра здесь начинается очень быстро, здесь ничего не загружается, ничего этого не нужно. Просто вы загрузили картинку, нажали старт. Если сервер свободен, пожалуйста, вы можете это все протестировать. Вот так вот это происходит. Сервера, видите, заняты. Ждем некоторое время и дальше играем. Возможно, сюда нахлынет народ, и это все обвалится, может даже вообще это прикроет из-за большого количества народу и малых возможностей по ресурсам. Но пока что это работает, и пока что это можно опробовать самому лично и заценить. Вот еще показываю вам пример с использованием промпта. Здесь он по нажатию Enter открывается окошко. Вы сюда пишете то, что хотите видеть внутри игрового мира. Например, какой-нибудь босс из Silent Hill я написал. И учета промпта не было, то есть никакого босса здесь не появлялось. И так, в общем-то, во всех моментах. Промпт пока работает плохо, но я уверен, что в будущем заработает получше. Вот, что еще? Здесь, конечно же, ожидать ничего не стоит. Чисто техническое заценивание всего этого дела. Но очень-очень, конечно, все это любопытно, потому что персонажи здесь ведут себя непредсказуемо, что здесь происходит на экране. Никакой программный код не определяет. Поэтому все это пока очень-очень весело. Дальше, конечно, это все это будет развиваться. Сейчас геймеры могут сказать: ой, что это за фигня. Да, но это те геймеры, которые сидят там в доту шпилят, ничего не понимают. На самом деле, конечно же, друзья, это эпохальное событие. И все, что здесь происходит, представляет интерес для думающих людей. Поведение персонажей в кадре, как реагирует окружающий мир, очень-очень это, конечно, забавно. Напоминает то, как Midjourney начинал генерацию изображений, когда все было очень сюрреалистично в картинках. Очень сюрреалистично. И это, кстати, привлекало пользователей. Это было интересно. Сейчас там все фотореалистично, и это уже приелось. Кто-то считает это уже за данность. Типа так и должно быть. Также и здесь, друзья, сначала все это довольно стрёмненькое, но занимательное, а потом уже станет, может быть, равно обычным играм, да? Чем дальше развиваются технологии, тем будет интереснее. Вот, и как я уже сказал, здесь у этой игры сильнейший BIOS GTA 4. BIOS — это такая штука, которая присуща, это как стиль мышления, аналог. Можете это так воспринимать. Значит, все, что бы ни происходило на экране, все в конечном итоге трансформируется в GTA 4. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы на экране все было складно, логически правильно, чтобы меньше было вот таких вот сумасшедших глюков, то сейчас для наилучшей когерентности лучше начинать со стартовых кадров GTA 4. Они по дефолту как раз там так и установлены. То есть вы нажимаете play, и у вас начинается игра именно в GTA 4 сеттинге. Если же нет, то начнется вот что-то такое. Опять же, видите, была у нас тут гоночная дорожка с машинками маленькими, но там обязательно появился Ника Беллич. А с машинками начало происходить уже что-то такое, что не соответствует биосу GTA 4. Ну и также и здесь все вот эти вот объекты, которые выглядят как плохо прорисованные, низко детализированные текстуры, это все попытка из стартового скриншота сделать GTA 4. Так что вот так вот, друзья. Значит, все ссылки я всегда выкладываю у себя в телеге. Также на эту штуку я тоже выложу ссылку в телеге. Ну а ссылку на телеге вы найдете на канале.
И на этом канале мы будем разбирать все вот эти вот важнейшие события в сфере нейроигр, потому что это направление уже стартануло. Начиная вот с этого проекта будут появляться другие, от китайцев там еще что-то такое. В итоге они будут конкурировать и развивать вот эти вот фигнюшки. На этом все. Благодарю всех, кто ставит лайки и подписывается. Заходите в телегу. Всем удачи и всем покедова.